Всем большой привет, с вами снова Настя. И в прошлом видео я очень подробно показала, как сплести прямоугольное или квадратное дно для изделий с последующим выводом стоек. Уже приступила к выплетанию даже стенок, поставила камеру, все было хорошо, пока я не зашла в комментарии и не увидела. Людмила мне написала, что отсутствует фрагмент, как я заканчиваю плетение последнего ряда по периметру двойной веревочкой. В общем, исправляюсь. Оплетаю последнюю угловую стойку. Покажу сейчас как. Довела рабочую трубочку до угла. Четко фиксирую стойки в нужном направлении. Теперь вдоль плетения трубочку, которую сейчас буду заводить за стойки, я ее подгибаю под четким ровным углом. Завожу за стойки угловые и выкладываю ровно. Там внизу у меня образуется четкий уголок. Точно так же с верхней рабочей трубочкой поступаю. Образую уголок, выкладываю эту рабочую трубочку поверх. Прижимаю и проплетаю далее стойки. Вот они мои последние раз, два. Дошла до первоначальных стоек, с которых начинала плетение последнего ряда. Методом подстановки я их вводила в плетение. И теперь мне нужно спрятать вот эти хвостики от рабочих трубочек. Справа от первой стойки ввожу палочку для расширения. Рабочую трубочку довожу до этой палочки. Над ней делаю подгиб вниз. И срезаю. Оставляю небольшой хвостик, который завожу за стойки. И вставляю в расширенное пространство. Ввожу аккуратно в плетение. И точно так же со второй стойкой. Довела рабочую трубочку до палочки. Подгиб вниз. Срез. Палочку вынимаю, за стойку завожу. Хвостик ввожу в плетение. И все выпрямляю. Приступаю к уплетанию первого ряда, и для этого мне понадобится 3 рабочие трубочки ввести в плетение методом подстановки. Я уже срезала под уголком концы, заострила их и прокапала клеем. Отвожу первую стойку и прям за стойкой в ряд плетения аккуратно подставляю трубочку, прокапанную клеем. Возвращаю обратно и также поступаю еще с 2. Смысл в том, чтобы трубочка, которую мы ввели, она не выскакивала за тем рядом плетения. В общем, как можно меньше ее было видно. Очень аккуратно это делаем. Так, и поднимаем стойки. Не забываем стойки пометить, чтобы не потерять то место, с которого начали. Первый ряд плетения я буду проплетать веревочкой из 3 обратной. То есть обычно мы плетем поверх 2 рабочих трубочек, заводим через 2 за 3 стойку. Здесь то же самое, через 2 за 3, только снизу под 2 рабочими трубочками. Я никак не тяну сейчас рабочую трубочку первую, левую крайнюю, просто довожу ее до первой свободной стойки, делаю перед ней подгибчик, перехватываюсь и завожу за стойку. Фиксирую, выкладываю следующие рабочие трубочки. Так. Здесь ничего сложного. Очень важно, чтобы форма ваша была утяжелена перед тем, как ее устанавливать на плетеное дно. Это поможет вам более комфортно проплетать первые ряды нашего изделия. Так вот, что получается. Дошли до угловой стойки. Угловая стойка у меня тоже состоит из двойных трубочек. И эти трубочки должны четко стоять по углу. Вот ребро формы. Получается, слева и справа от ребра четко выложены эти стойки. Я их фиксирую и далее плетением плотно зажимаю. Фиксирую сразу четко угловую стойку.
Если вы будете тянуть рабочую трубочку, видите, стойка может уклониться. Поэтому я ее четко фиксирую и завожу за нужную стойку. По ходу всего плетения, при выплетании вообще корзины, всегда за стойками нужно тщательно следить, чтобы они были зафиксированы в нужном положении, перпендикулярно основанию и параллельно друг другу. Если, конечно, нет у вас специально цели сделать их под уклоном. Первоначальный ряд, самый первый, который он самый тяжелый. Но, повторюсь, справиться с его плетением вам поможет утяжеление формы. И зафиксированные стойки. Стойки, если вы не смотрели первую часть, после того, как я их вывела, оставила на длительное время зафиксированными при помощи скотча малярного. И они сейчас у меня сами стоят в нужном положении. В ходе плетения у вас может возникнуть такая ситуация. Как бы четко я не фиксировала углы, да, при выплетании дна и после поднятия, все равно может получиться так. Видите, моя стойка одна, она четко идет по углу, а левая, получается, идет в сторону, уходит. При попытке ее выровнять, да, у меня ничего не выходит. То есть у основания я пытаюсь ее ввести вправо, но она все равно обратно, в общем-то, встает. Что можно в этом случае сделать? Проплетаю один ряд. Я сейчас показываю, да, если вот вы плетете тройной веревочкой. Той трубочкой, которую вы обнимаете поверх эти две стойки, последний, в этот момент нужную трубочку я подрезаю не вровень с плетением. Вот видите, высота трубочки получается у меня. Подрезаю чуть-чуть на миллиметр ниже эту стоечку. Чик. И продолжаю плести. Сейчас я и зафиксирую плотно этот уголок и подставлю стойку в нужном положении справа от той, которая у меня уже есть. Если вы будете выравнивать стойки насильно, да, тянуть их, выравнивать, вы можете не то что повредить, а стойки ваши будут уклоняться в неправильном, в общем, диагональ дна может уйти, ну, что-то пойдет не так. Это уже проверено. И вот показываю такой способ, как можно выйти из положения. Ну, подставляю справа, если мне, в принципе, хватает расстояния для фиксирования трубочки. Я ее не подрезаю под уголком, просто промазываю клеем и подставляю теперь справа. Сильно не проталкиваю вниз, чтобы она не выскочила там внизу. Раз, два, три трубочки, с которых начала плетение. Теперь мне ряд нужно закрыть. Закрытие плетения веревочки обратно из трех, оно происходит по-другому. Также по рисунку первую стойку я проплетаю под двумя за стойку. Вот, получается, мои снова две. Опять также под двумя за стойку мне нужно вывести рабочую трубочку. Мне трубочку сейчас нужно проплести также под двумя рабочими снизу и завести за стойку, по идее. Но мне ее нужно вывести, мало того, что под двумя за стойку, и еще провести вот под этой трубочкой одной нижнего ряда плетения. Для этого я ее немножко проминаю. При необходимости приподнимаю плетение. Ой, простите, ну, изделие свое. И вывожу наружу, подтягиваю аккуратненько. Поставила и тяну
вправо, помогаю пальчиком себе, подтягиваю, чтобы виточки здесь ровно уложились. Все. Теперь у меня опять, видите, уже 2 выходят из застоек, и осталось уложить 3-ю. Ее я выкладываю также, получается, по рисунку под 2 за 3-ю стойку. И теперь не под 1 трубочкой в плетении ниже, а под 2 вот этими. Приподниму, чтобы вам было видно. Вот здесь. Здесь мы под 1 заводили, а здесь уже 2 виточка. Довожу, подгибаю, завожу в плетение за стойку и наружу. Подтянула. И вот сейчас 3, получается, моих трубочки выходят из застойки, и ряд закрыт. Он ровненький. Давайте быстренько покажу, что получилось по всему периметру. Проверяю, правильно ли идет у меня рисунок, нигде я не сбилась, потому что потом расплетать не очень хочется. Так, стойку поправила. Все хорошо. Я хочу обратить ваше внимание, что в прошлом мастер-классе, где я плела дно, в целях экономии нарастила вот таким образом стойки. Честно признаюсь, я об этом немножко сожалею, потому что я привыкла не экономить трубочки, а делать так, чтобы они везде были у меня целиковые. Теперь для того, чтобы... Они в общем-то, прогибаются вот в этих местах все равно. Можно, конечно, как вы советовали, там вставлять зубочистки, шпажки и так далее и тому подобное. Я такими методами не пользуюсь. Моя сейчас цель закрыть первыми рядами плетения до этого уровня, зафиксировать стойки, чтобы просто, во-первых, не было их видно, и во-вторых, укрепить. Так, продолжаем. Далее свое плетение я продолжу тоже веревочкой тройной, только прямой. Сейчас в обратный проплела первый ряд, а буду проплетать прямой. Прямой веревочкой я планирую поплести пару рядков. И сейчас, видите, здесь хвостик. Мне нужно его нарастить. Я, конечно же, не буду его вынимать из плетения. Просто прям там за стойкой делаю аккуратно срез под уголком. И наращу. Так, раз. Прокрутила. Нарастила. Все. Ну, веревочка из 3 плетется через 2 стойки за 3 поверх 2 рабочих трубочек. Здесь ничего сложного. При выплетании обратной и прямой веревочки, или наоборот прямой и обратной, образуется вот такой узор в виде косички. Очень красивый, как елочка. Не забываем о фиксации наших стоек, особенно угловых, при выплетании. И вот сейчас я хочу обратить ваш также момент. Очень частый вопрос, что у вас наслаивается, получается, плетение, когда вы плетете 3 трубочками. Вот, смотрите, завела, пропускаю поверх, завела за стойку. Здесь должен быть зазор, каждая трубочка должна занимать свое место. Не идти внахлёст. Нахлёста никакого нет. Если у вас высота получается чуть больше, ну, прижмите. Если все-таки этого не получается, то тогда можно опустить здесь рабочую трубочку, но и проплести немножко внахлёст. Ничего страшного здесь не будет. Но, в принципе, всегда получается все ровно. Без нахлёста у меня, по крайней мере. Для этого нужна, конечно, какая-то сноровка, уже опыт. Я продолжаю плести. Встретимся с вами уже при закрытии ряда. Подхожу к первоначальным стойкам, доплетаю 2 ряд прямой тройной веревочкой. Так, 1, 2, 3 мои стойки.
И закрытие ряда происходит следующим образом. По идее, мы должны с левой трубочки продолжить плетение. Мы берем правую крайнюю. Также по рисунку через 2 за третью выкладываем. Опять правую крайнюю через 2 за третью. Через 2 за третью. Вывели наши рабочие трубочки. Вновь из-за первоначальных стоек. В этом месте всегда нужно немножко уплотнять, поправлять, потому что плетение в этом месте не очень плотное, может отличаться по высоте от плетения в остальной части. Давайте посмотрим, что получается. Видите, какая косичка красивая. Красота. Так, ну а я далее продолжаю, как я и говорила, плести еще один ряд веревочки из 3 прямой. И далее буду выходить на плетение двойной веревочки. Так, заканчиваю ряд. И вновь закрываю его таким же образом. Далее я буду выплетать веревочку из 2, и мне нужно одну трубочку спрятать рабочую. Вот эту трубочку я буду прятать. Сразу вывожу ее наружу. Завела за стойку. И в плетение нужно спрятать. Вот в это место вывести. Делаю крючок. И аккуратненько вывожу. Хоп. Подтягиваю. Тяну вправо. Подтянула. Так и оставляю пока. Далее закрываю ряд. И сейчас мне нужно нарастить одну трубочку. Я их наращивать буду сразу 2, потому что я так привыкла. Не трачу время на послойное наращивание, потому что это уходит, в общем-то, много времени, и для удобства вы можете этого не делать. Я просто показываю вам, как поступаю я, как я работаю. Вот будет у меня 3 трубочки, да, вы заметили, наверное, 3 трубочки в работе. Я их сразу скопом все 3 наращиваю. Будет 4, я их сразу 4 наращиваю. Так, закрываю. Уплотняю. Эту трубочку пока не трогаю, она сейчас примет положение, подсохнет, и потом я просто вдоль плетения ее отрежу. Ну все, дальше продолжаю плести двойной веревочкой. Так я проплету, наверное, пару рядков, пока не закрою. Напоминаю, да, вот места наращивания, которые у меня имеются. 1-2 ряда. Посмотрю. Можно было, конечно, сразу перейти на плетение ситцем 2 трубочками, но я преследую цели при помощи двойной веревочки. Во-первых, прячу места наращивания, которые имеются у меня по всему периметру на стойках. Затем плавный переход у меня. И в-третьих, фиксирую при помощи этого плетения веревочки лучше стойки. Фиксация более четко получается. Ну вот дошла до первоначальных стоек и закрываю ряд. Ну, у веревочки то же самое, двойной, как и у тройной, по схеме плетения. С правой трубочки начинаю, через одну стойку за следующую. По рисунку выкладываю. Все. Смысл в том, чтобы рабочие трубочки вновь выглядывали из-за стоек, из-за первоначальных. Поправляю, показываю, что получилось. Ну и далее я перехожу на плетение узором ситец. И это будет основной узор, которым я проплету все свои стенки. Почти до самого конца. Там, конечно, придется проплести точно пару рядов, либо двойной, тройной веревочкой. Я пока еще не определилась. Для того, чтобы подставить мне
дополнительные трубочки для загибки. Вот, чтобы их не было видно. Ну и вообще верхнюю часть, да, буду закреплять, так как буду ручку в плетение вводить. В общем, они обязательно, там эти рядки мне понадобятся. Как плетется ситец, я надеюсь, все знают. Вдогонку 2 трубочками через стойку за следующую. Через стойку за следующую. И следующий вдогонку трубочкой точно так же. Повторюсь уже 1000 раз, следим за стойками. Если короб у вас большой, у меня маленький, а у вас большой, то будет разумнее плести сразу вдогонку 4 трубочками, потому что высота будет подниматься быстрее. И для этого вот наши первоначальные 1-2 стойки нужно будет ввести в плетение дополнительные еще 2 и также вдогоночку плести. Плетется ситец на четном количестве стоек, четным количеством рабочих трубочек, чтобы рисунок совпадал. Вот. Я не знаю, в каком случае может быть нечетное количество стоек, только в том, если вы какую-нибудь одну стойку уберете или подставите лишнюю. Так вообще, в принципе, при выплетании дна, что круглого, овального или даже прямоугольного, квадратного, там все равно количество стоек в любом случае всегда будет четным. Ну и дальше я все наращиваю, трубочки и плету. Чем хорош ситец? Это мой любимый узор. Я им люблю, ну, так как я плету большие изделия, стенки им поднимать быстрее, уходит наименьшее количество рабочих трубочек. Например, если сравнивать с двойной веревочкой, да, плетение и ситцем, также плетется он, допустим, 2 рабочими трубочками, но проплетается сразу 2 ряда. То есть при наименьшем количестве трубочек мы выплетаем большую высоту. Особенности плетения ситца в том, что очень сильно приходится контролировать, более жестче, так скажем, стойки, которые мы оплетаем. Если есть небольшая особенность, ну, так кажется мне, да. Потому что, когда я начала плести ситец, я поняла, что стойки мои гуляют очень сильно. Такое же вы можете наблюдать при выплетании дна. Опять же, мы там узором ситец же плетем, и стоечки, они идут в разнос. Их постоянно куда-то ведет, то влево, то вправо. Ну, в общем-то, это особенность выплетания узором ситец, что очень сильно приходится следить за тем, чтобы стойки стояли на месте. Видите, при выплетании веревочки все стойки закрыты. А когда мы плетем ситцем, одна стоечка закрывается, другая остается видимая. Ситец также имеет приятную особенность при переходе на следующий ряд. Когда проходим первоначальные стойки, переходы никакие делать не требуются. Единственное, что я повторюсь, да, очень тяжело при выплетании данного узора удержать стойки. И сейчас я покажу, как можно их зафиксировать. При помощи дополнительного виточка, когда трубочка у нас выходит из застойки, мы ее немножко сплющиваем, сминаем и обводим вокруг стойки. Таким образом. Делаем виточек и поверх него выкладываем следующую трубочку или следом. Все зависит от того, через сколько рядов вы делаете виточки. Я уже, получается, плету 3-й ряд. И также буду поступать, да, 2 ряда проплела и на 3-м ряду делаю виточек. 2 ряда проплела и на 3-м ряду делаю виточек. Если вы будете делать витки на каждом ряду, то тогда вам придется рабочую трубочку сверху выкладывать. Это может не очень хорошо смотреться, поэтому учитывайте этот момент. При выкладывании виточков на угловых стойках корзины обязательно следите, чтобы уровень плетения совпадал со всей остальной частью стенок плетеных.
Я уже проплела этот ряд цветочками, дальше плету без них. И при загибании рабочей трубочки через угловую стойку, да, может возникнуть такая ситуация, очень частая, образуются заломы, трещины и так далее. Я рабочую трубочку, которую я провожу поверх угловой стойки, немножко приминаю аккуратненько и завожу за следующую стойку. Если я хочу, чтобы мой угол был прям четкий, ровный, тогда я довожу рабочую трубочку, делаю подгиб прямой и при фиксации его завожу за следующую стойку. В общем-то, мне сейчас не нужно, как на больших коробах, да, я люблю, чтобы ровные были прям четкие углы. Эта корзинка будет подарочная, просто обозначила этот момент. Маленькая хитрость при выплетании виточка на угловой стойке. До трубочки уже мало, можно поступить следующим образом. Делаю виток, уплотняю. И теперь аккуратно, прям до места за стойкой, делаю срез под уголком. И наращиваю дополнительную рабочую трубочку. Поправляю и плету дальше. Заканчиваю плетение узора ситец. 12 ряд. Закончила, вывела рабочие трубочки из-за стоек. Далее я буду переходить на плетение двойной веревочкой. Стойки, видите, уже остались совсем небольшие хвостики. И я сейчас проплету буквально там, не знаю, вот самая короткая у меня стойка, сколько здесь получится, рядочка 3-4, наверное, веревочки. И затем закончу плетение и перейду к загибке. Плетем веревочку. Верхние ряды я всегда стараюсь проплетать либо двойной веревочкой, тройной, чтобы при подстановке трубочек на загибке у меня вот этих вот стыков подстановки их не было видно. Трубочку, когда я ввожу слева от стоек, вот эти вот пенечки от срезанных трубочек, их может быть видно. Когда у нас плотное плетение, вот как здесь, то ничего заметно не будет. Когда стойки очень короткие, плести крайне неудобно. Я уже 1000 раз пожалела, что решила сэкономить на стойках. В следующий раз так не буду делать. Но я вам показываю, рассказываю, как это отражается на ходе плетения. Если бы стойки были длиннее, мне было бы удобнее их оттягивать, отодвигать. Потому что сейчас я плету, и мои вот эти рабочие трубочки, они все время цепляются либо за обрезанные трубочки, они уже высохшие, острые. И вот здесь те стойки, которые с круткой вверх торчат, они как зазубрены получается. И по задней стенке трубочка скользит, тоже цепляется и повреждается. Сейчас рядок проплету вместе с вами. Вот видите, про что я вам и говорила. Чтобы избежать царапания рабочей трубочки, видите, я прижимаю ее, когда завожу за стойку, к форме. И там уже опускаю вниз аккуратно. Поддевать неудобно. Вот он там цепляется. В общем, если вдруг вы не смотрели первую часть данного МК, то там я пыталась сэкономить на стойках, показывал, как это можно сделать, оптимизировать количество трубочек для
для изготовления нашего каркаса стоек. Так вот, в следующий раз я экономить точно не буду. Сделаю как обычно. Обычно я выкладываю стойки. Да, по размеру всегда, конечно, их наращиваю, если нужно, именно на дно. И затем уже перед тем, как плести последний ряд вокруг дна, оплетаю его, то тогда в этот момент я сразу наращиваю стойки и потом поднимаю их целыми. Неважно, сколько я проплету, вот столько, или мне придется еще наращивать на ровных стойках хороших, плести намного удобнее, приятнее и так далее. Да, я их обрежу. Да, уйдет много в утиль. Далее я уже давно стараюсь не использовать вот эти высушенные стойки. Да, их можно увлажнять. Этот метод, он рабочий. Но качество трубочек все равно после последующего увлажнения оно теряется. Сейчас, конечно, кто-то будет мне писать или говорить там про себя, что да что там теряется, я вот подожду, я вот там пакет одену. Да, вполне возможно, если применить ряд манипуляций и выждать какое-то время там и повторить эти процедуры. Трубочки, конечно, будут эластичные, красивые, ровные, я не спорю. Но теряется драгоценное время. Я лучше даже, пускай 100 трубочек у меня лишних будет с корзины, там, с большой лишних выкинуты, да, в виде обрезков. Но я сэкономлю такое количество времени. Для меня оно очень ценно, время. И удобство, конечно же. Экономия должна быть разумной. То есть нужно экономить не ради экономии, а ради того, чтобы применить это где-то в нужном месте. Вот здесь хвостики, видите, мягкие. По идее, так делать нельзя, но я же потом буду подставлять трубочки для загибки. И жесткость дополнительная в этом месте все равно появится. Именно поэтому я не переживаю. Если вдруг вы не делаете, как я, да, не обрезаете стойки, потому что дальше там кто-то боится, что загибка выскочит, еще что-нибудь, то тогда в момент, когда вы закончили плетение ситцем, обрезаете одну из стоек и делаете наращивание уже дополнительными трубочками, которые у вас будут продолжать служить стойками и уйдут на загибку. Или если у вас, допустим, большой короб высокий, то тогда, конечно, о наращивании тоже лучше беспокоиться заранее и закрывать вот это место наращивания плотным плетением, двойной веревочкой, тройной. Вот. Ситцем можно плести, но в этом случае тогда я не обрезаю стойки, а наращиваю их друг в дружку сразу. Доплела последний 4-й ряд веревочки из 2. И прям уже совсем еле-еле хватает стоек. Так вот, стойка моя 1 и 2. Заканчиваю, завожу по рисунку за 1-ю, за 2-ю. Теперь 2-ю проминаю. И мне нужно будет этот хвостик продеть в плетение в 1 ряд. Опять делаю крючочек, завожу аккуратненько, подтягиваю. Так, ну теперь что осталось? Самое главное, пока хвостики эти трогать не буду, осталось подрезать все стойки, которые остались, и буду делать загиб. Для нее мне понадобятся новые рабочие трубочки, они влажные, гибкие, хорошие. Обязательно срезаю не менее сантиметра концы и промазываю их клеем.
Теперь, как я и говорила, слева от обрезанных стоек я расширяю пространство и туда подставляю трубочки. До того момента, пока у меня еще, видите, плетение двойной веревочкой. Все закрывается. И так по всему периметру. Стоек совсем немного, поэтому можно их нарастить сразу скопом. Обычно, когда стоек много, да, я их понемногу, по 10 штук наращиваю, начинаю делать загибку, потом снова донаращиваю. Ну, впрочем, как вам удобнее, так и делайте. Я решила сегодня нарастить их все сразу. На угловых стойках, смотрите, какая ситуация. Мне нужно расширить пространство не справа, не слева, а прям перед угловой стойкой, там, где, видите, у меня угол идет формы. Очень хорошо расширяю, расширяю, расширяю и подставляю. И так по всему периметру. Нарастила стоечки для загибки. И сейчас будем делать с вами загибку розгов 4 прута. Но без пенечков наружу. Я уже показывала в одном видео, как я ее делаю. Это такая так называемая универсальная загибка. Ее можно делать и в 2 прута, и в 3, и в 4, и в 5, как захотите. Единственное, что... Давайте я буду заводить. Подставлять можно обрезок трубочки сухой за первую стойку. Уклоняем вправо. Выкладывать. Нам сейчас нужно все стойки уложить вправо. Нажимаю у основания, завожу за следующую и просто ее укладываю. Пальчиком помогаю. Давайте еще раз. Вот видите, я просто ее наклоняю пальцем. Наклоняю. Она сама практически ложится. И немножко помогаю. Есть нюанс в угловой стойке. Довела. Так. Довела. Видите? Немножко ее на себя, прям чуть-чуть. И выкладываю вдоль формы. Завожу. Четко. Дальше все по схеме. Так, о чем я? Про загибку. Такую загибку, как я сейчас покажу, универсальную, ее лучше делать на стойках, которые расстояние между которыми достаточно. Если, то есть, расстояние будет маленькое, ее будет делать неудобно. А если большое, то вообще отлично. Так. И сразу завожу. Делаю все быстренько-быстренько. Раз, раз, раз. Еще прелесть того, что мы подставляем стойки, да, наращиваем их отдельно. Если что-то пойдет не так, в любой момент можно стойку вынуть. Аккуратно, конечно же, потому что она уже там приклеена. И вставить новую. Так, завожу предпоследнюю стойку. И теперь придерживаю эту крайнюю, укладываю. Уложила. Вот где у меня получается стойка. Прям чуть-чуть правее делаю на той трубочке, которую сейчас буду за нее заводить, подгибчик. Слегка прогибаю. Она же эластичная. Ничего страшного. Опять крючочек мой любимый. И ввожу вместо палочки. Тын-тын-тын-тын-тын. Уложила. Все, мы вернулись к тому месту, с которого начали загибать стойки для будущей загибки. И теперь абсолютно с любого места можно эту загибку начинать делать. Я делаю в этом месте, объясняю сразу почему. Здесь, если даже что-то будет, какой-нибудь нюанс небольшой, да, погрешность, то я в этом месте буду крепить ручку. И ничего видно не будет. Поэтому беру вот эту первую мою заведенную уже трубочку и отсчитываю сразу после нее 1,
2, 3 стойки прошла, мимо 3 стоек. Вот моя 4-я. Перед ней углубление также делаю. Мы здесь нарастили, и снова слева от нее я делаю небольшое углубление. Не в натяг, аккуратно, но плотно выкладываю вдоль плетения эту трубочку, довожу до палочки, прям перед ней вниз делаю подгиб. Видите? Теперь подрезаю небольшой хвостик и ввожу палочку, вынимаю, ввожу в плетение. Она входит очень плотненько. Можно смазать клеем. Я же этого делать не буду, потому что после покрытия лаком все схватится и так приклеится, все будет отлично. И все, что нам сейчас нужно, это просто углублять, расширять пространство перед следующей свободной стойкой. То есть мы сейчас завели, все, больше мы не запутаемся. Нам главное выложить нашу первую. Всегда брать левую крайнюю длинную и там, где следующая свободная, делать, расширять пространство, делать углубление. Теперь слегка тяну, подтягиваю, довела, подогнула, подрезала. Если вы чувствуете, что у вас там такое плетение не очень плотное, то желательно хвостик сделать чуть подлиннее, чтобы он не выскочил, или клеем его промазать. А вообще он должен плотно, слышите, звук такой характерный, плотно в паз в этот входить. Так, расширяю, беру опять левую крайнюю, вывела вдоль, довела до угловой, сгибаю, держу, фиксирую, держу вниз, опустила, не отпускаю левую руку, вынимаю палочку, опять не отпускаю пальчик левой руки, ввожу, ввела, вот теперь все отпустила. Снова, это именно так на угловых, чуть-чуть ниже выкладываю, снова довела, подогнула, держу, чтобы все было ровно, иначе, видите, подниматься начинает. Фиксирую, подрезаю и вставляю. Если вы чувствуете, что палочка не очень глубоко входит, тогда хвостик можно сделать и покороче. Ничего страшного не будет. Когда вы 2-3 раза сделаете такую загибку, она у вас будет на 5 с плюсом получаться. Я вас уверяю. Так, не вставляется. Что делать? Вынимаем аккуратненько. Палочкой вместе сгиба тянем вверх. Снова расширили. Вставляю. Она влажная. Если вдруг вы вот ее испортили, да, она вот вся поизмялась, вот тут уже некрасиво. Видите, что я делаю? Опускаем ее как можно больше вниз. Вот видите, место становится, ее видно. В этом месте подхватываем, опускаем. Появляется хвостик, который будет спрятан. Я сейчас делаю срезом вовнутрь. Острый срез аккуратненько. Беру новую трубочку. Уже не первый раз я это показываю. Ну, мало ли, вдруг вы не видели. Капаю капельку клея. И аккуратно наращиваю. Помогаю ей встать на место. Снова расширяю все. Подгибаю. Делаю срез. И вставляю. Все, видите, все аккуратненько получилось. Так. Продолжаем. Такая массивная получается загибка. Вот видите?
хорошо. Трубочки должны быть в меру увлажненные, эластичные, податливые. Но в то же время они не должны быть мягкими-мягкими, чтобы не махрились. Все. Снова угловая стойка. Подтянула, уложила. Так, смотрите, когда вот вверх не тяните, а видите, все приподнимается. Придерживайте вот эти виточки, которые уже улеглись, вровень. Подтянули, довели, подогнули, заострили, вставляем. И все там наши пенечки закрываются. Никогда ничего нигде не выскочит. И ничего видно не будет ни снаружи, ни внутри. Очень-очень хорошая загибка. Обожаю ее. Так, опять здесь все фиксирую. Обняла, держу, режу и ввожу. Снова расширяю. Плотненько обнимаю. Здесь плотненько нужно обнять. Обнимаю, довела, подогнула. Снова ввела. Все получается классно. Дошли до начала загибки. Все остальное я уже доделала без вас. Так, загибаю аккуратненько снова, подгибаю. И здесь вам сейчас совсем вот не нужно переживать, как же делать окончание. Мы все самое главное, самое важное сделали уже в самом начале, когда выложили первую нашу трубочку. Дальше нужно повторять все одно и то же. И вот последняя. Раз. И выложили. Завели. Тут, конечно, можно поправить немножко прям. Сейчас мне останется только лишь подрезать аккуратненько эти хвостики трубочек рабочих. И загибка розгов 4 прута готова. Пожалуйста. Показываю, что получилось. Корзинку сплели, загибку сделали. Теперь изделие должно сохнуть на форме. Как подсохнет, обязательно перед тем, как форму вынимать, прогрунтуйте составом лак плюс вода или клей плюс вода. И на этом мое видео подошло к концу. В следующем видео мы будем с вами делать ручку. Я покажу ручку. Моя наработка. Уже давным-давно собиралась это сделать. И увидимся с вами в следующем видео. Спасибо всем огромное за просмотр. Буду признательна и рада вашим лайкам. До новых встреч. Пока-пока.